на podfm.ru. Mediafresh. Возьмем опыт лучших специалистов в области публичных коммуникаций. Добавим немного креатива. Разбавим лучшими мировыми трендами. Полученную смесь употребляйте раз в неделю строго по назначению. Mediafresh. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Mediafresh на PodFM. Сегодня у нас действительно очень необычный выпуск. Во-первых, нашего прекрасного Мити нет с нами в студии, но вы даже удивитесь, кто же сегодня приехал к нам и откуда, что самое главное. Вот сейчас вы затаите дыхание, а я буду читать прямо вот со своего прекрасного устройства. Итак, к нам приехал тренер из Америки. Не просто тренер, а супер-коуч. Дебби Дойг у нас в студии на PodFM. И не менее прекрасный коуч и тренер Мария Макарова, которая сегодня будет помогать нам с переводом. Сегодня сразу же так правила игры мы с вами распишем. В первую очередь я буду говорить на русском, потом задавать вопрос на английском, потом Дэйв будет отвечать на английском, а Мария будет нам рассказывать это же на русском. Вот такая вот сегодня занимательная и интересная беседа будет, так что не мудствуя лукаво, мы сейчас с вами приступим к первому вопросу. Ну, в первую очередь, конечно же, интересно узнать о жизни Дэбби, поэтому Дэбби, hello! Привет! Oh, you can tell us in Russian, in English, everyone, about your little story about yourself and your life. Thank you. My name is Debbie Dойg, and I am 61 years old and a very spirited lady. Меня зовут Дебби Дойг, мне 61 год, но я очень энергичная женщина. In June, I will celebrate my 40th wedding anniversary to my wonderful husband, John, and I'm very proud. В июне я буду праздновать 40-летие брака со своим любимым, замечательным мужем Джоном, и я этому очень счастлива и горжусь этим. We have a 36-year-old son who's as wonderful as my husband, and we are waiting and waiting for him to give us grandchildren. Нашему сыну 36 лет, который такой же замечательный, как и мой любимый супруг, и мы ожидаем, когда же появятся внуки. We lived in Chicago for 33 years. My husband worked for the Chicago Park District. Мы живем в Чикаго уже более 33 лет, и мой супруг там работает. Which is the Chicago Park District does landscaping and flowers. И мой супруг работает в этом регионе, он занимается ландшафтным дизайном, украшает цветами ландшафты. 8 years ago, we moved out of the city to a suburb to build a house to take care of my mother, who was ill. 8 лет назад мы переехали в пригород Чикаго, построили дом для того, чтобы я могла жить вместе со своей матерью, за которой я ухаживаю. It is much quieter where we live, but I really miss the energy of Chicago. Там значительно тише в месте, где мы живем сейчас, но я очень скучаю по энергии города. I love Chicago, just love, love, love it. Я очень люблю Чикаго, люблю. And I hope that everyone listening has an opportunity one day to come to Chicago. И я надеюсь, что каждый наш слушатель когда-то воспользуется возможностью, чтобы увидеть этот замечательный город. I have a deep passion for people, and I believe in the brilliance of each one of us. Я очень люблю людей, и я верю в великолепие каждого из людей. I hear that brilliance in the stories they tell about their lives. Я слышу их великолепие в тех историях жизни, которые они рассказывают о себе. Even in the worst of our troubles as human beings, we can see the strength of the human spirit. Даже в самые тяжелые времена для людей мы все равно можем услышать и увидеть ту силу духа, которой люди обладают. I have been very lucky in my life to have known and to continue to know so many magnificent people. Я очень счастливый человек, что в течение своей жизни я знакомлюсь и продолжаю знакомиться с такими замечательными людьми, которые живут в моей жизни. And many of those magnificent people are people I have met in St. Petersburg. Многие из этих замечательных людей – это люди, которых я встретила в Санкт-Петербурге. I intend
to meet many, many more magnificent people, including many, many more magnificent people here. Я продолжаю и продолжаю знакомиться и встречать замечательных и замечательных людей здесь. I hope people who listen this it magnificent people and they write to you in future and you will inspire them. And also we want to know how you begin your career like a coach. Другими словами, как же Дебби все-таки стала коучем и что же этому предшествовало? Yes. Prior to becoming a coach, I worked for a U.S.-based company for 12 years that did business in St. Petersburg. До того, как стать коучем, я работала в американской компании 12 лет, у которой был бизнес в городе Санкт-Петербурге. When I left the company, I decided I wanted to do something that would involve some kind of reinventing of myself. И когда я завершила свою работу в этой компании, я решила, что я хочу заниматься чем-то, что вовлекает то творчество, которое есть у меня. Prior to entering the corporate world, I had a background in teaching communication and interpersonal relationship skills. До того, как я стала работать в мире корпораций, у меня был опыт работы обучению коммуникации и межличностному взаимодействию. In addition, I had done ministry work and spiritual direction. В дополнение к этому я еще работала над собой с духовным наставником. I decided it was time to move away from all the numbers and accounting I had been doing and all the left brain work and find something that involved more of who I am. Я решила, что время работы с цифрами, для которой требуется мое левое полушарие головного мозга, завершилось, и я хочу заниматься чем-то, что меня увлекает. I also wanted to find something that challenged me more. Я также хотела найти то, что бросает мне вызов, чем я хочу заниматься. I began looking on the internet for information about feng shui. Я стала искать информацию в интернете о фэншуе. Feng shui is an ancient Chinese art of arranging the space around us to attract what we want in our life. Фэншуй – это китайское искусство организации пространства таким образом, чтобы оно привлекало те вещи, что важны для нас в жизни. Many subjects showed up when I was searching for feng shui. Много очень интересных тем появилось, когда я стала проводить это исследование, собирать информацию. One of them was coaching. Таким образом, я узнала о коучинге. I had never heard of coaching, but I loved what I was reading. Я ранее до этого никогда не слышала о коучинге, но я влюбилась в то, что я читала о нем. Coaching sounded like a new approach to be of service to other people and inspire other people. Коучинг – это такой подход, который позволяет служить людям и вдохновлять их. I liked that it was a model to help people discover more of who they are, remember things that were important to them, and inspire and challenge people to become more of who they were meant to be. Мне очень нравится, что модели, которые предлагает коучинг, помогают людям познавать себя, познавать, насколько больше они могут быть, чем даже могут себе представить. At the same time, coaching also sounded like it involved a lot of self-development. И в то же время коучинг звучит так, как подход, который обращает внимание на саморазвитие. For me, inspiring other people and being inspired by the work I do seem perfect. Для меня вдохновить других людей и выполнять работу, которая меня вдохновляет, ну что может быть еще лучше? I explored several coaching schools that offered different models of coaching. Я изучала подходы разных коучинговых школ, которые предлагают разные модели коучинга. I chose to attend Coaches Training Institute because I was impressed by their coactive model of coaching. И я выбрала Coaches Training Institute, потому что он потряс меня моделью коактивного коучинга. The value system of the model was aligned with my own value system. Система ценностей, которая лежит в основе модели, откликается и соответствует той системе ценностей, которой я обладаю. For instance,
Coactive coaching values the deep belief in people that I have. Для примера, коактивный коучинг поддерживает и в своей основе содержит убеждение и глубокую веру в людей, что они возможны, что откликается в меня. It also emphasizes other beliefs I hold, like focusing on our strengths, not our weaknesses. Это также перекликается и с другими убеждениями, которые есть у меня, как, например, сохранение фокуса внимания на сильных сторонах, а не на слабостях. And learning how to make conscious and intentional choices and being accountable for our actions. И умение делать осознанный выбор и выбирать осознанное действие. In 2006, I took what is called the core curriculum of coaching classes. В 2006 году я выбрала программу, которая называется Core Curriculum of Coaching Classes. It was very powerful learning. Это было мощнейшее обучение. I learned a lot about coaching, and I learned even more about myself. Я узнала и научилась очень многому в коучинге, но также я узнала и очень много о самой себе. When I completed the first set of classes, I decided to go to the Coactive Leadership Program. Когда я закончила первый модуль обучения, я решила продолжить обучение в Coactive Leadership Program, программу по лидерству. This is a year-long program. Эта программа длилась в течение 1 года. The learning from leadership was even more powerful than the core curriculum. В этой программе она была еще мощнее даже, чем та программа, на которой я училась первой. In fact, although I've done a lot of different kinds of learning, the leadership program was one of the most powerful learnings for me. Я проходила много разных программ обучения коучингу, и для меня лидерская программа была одна из мощнейших. Near the end of the leadership program in the winter of 2007, I began my classes to become certified as a coactive coach. И к окончанию программы лидерской зимой 2007 года я начала проходить процедуру сертификации как коактивный коуч. In September of 2008, I received my certification as a CPCC, and then a month later, I received my certification from the International Coaching Federation as an ACC. В сентябре 2008 года я получила профессиональный сертификат CPCC, и месяцем позже я получила сертификат от Международной Федерации коучинга ACC. I'm now ready because I've had enough coaching hours. Сейчас я готова, потому что у меня достаточное количество часов практики. To apply for my next certification of PCC with the International Coaching Federation. Получить уже следующий сертификат более высокого уровня PCC в Международной Федерации коучинга. Along with the leadership and coach training, I also am a licensed facilitator for the Team Diagnostic Assessment through Team Coaching International. Помимо программ по лидерству и коучингу, я также лицензирована как фасилитатор для проведения диагностики команд, используя командный коучинг. And of course, I am a licensed trainer for the bigger game. И, конечно же, я лицензированный тренер для проведения большой игры. Вот сейчас была такая странная фраза «большая игра». Я думаю, что всех это заинтересовало, поэтому следующий вопрос будет касаться именно ее. Дебби, how does a bigger game appear, and can you tell us a little about this? During my core curriculum training, I was fortunate to be trained in 2 of the classes by a master coach, Rick Tamlin. Во время прохождения как раз вот первой программы, которую упоминала Дебби, Core Curriculum Training, она имела счастье обучаться у мастера-коуча, чье имя Рик Темлин. Later, during my year in leadership program, I was lucky again, and Rick was one of my leaders. И позже, когда я уже обучалась на лидерской программе, мне опять повезло, Рик был моим лидером. In my coaching classes and in leadership training, Rick mentioned a workshop that he and another woman created and founded called The Bigger Game. И во время занятий коучингу и лидерству Рик упомянул о семинаре, который он создал вместе с одной женщиной, которую они называли «Большая игра». It sounded fascinating. Это звучало очень заманчиво. In November of 2007, Rick offered a Bigger Game workshop at Lake George in New York.
В ноябре 2007 года Рик предложил провести большую игру, семинар по большой игре в Лейк-Джордж, в Нью-Йорке. I couldn't resist to find out more, so I went to the workshop. Я, конечно же, не могла устоять, чтобы узнать больше о большой игре, и я с удовольствием приняла участие. It was more than I hoped it would be. Но это было даже больше, чем я ожидала и на что я могла надеяться. The bigger game, like coactive coaching, embraces my value system. А большая игра, так же как и коактивный коучинг, охватывает мою систему ценностей. It is a simple model, and yet it challenges us on a very deep level, both personally and professionally. Это простая модель, но она затрагивает очень глубокие уровни в нас, как в нашей профессиональной жизни, так и в личностной. It teaches us how to focus and where to focus. Она обучает нас, как фокусировать свое внимание и на чем его фокусировать. It teaches us how we stop ourselves from becoming more of who we could be. Она также обучает нас, как мы сами себя останавливаем, прежде чем стать тем большим, чем мы можем быть. It teaches us how we dream, who we can dream of being. Она учит нас, как мечтать и как становиться той мечтой, которая есть у нас. It teaches us a new way to communicate. Она учит нас, как взаимодействовать с другими людьми по-новому. Instead of judging something as right or wrong, or bad or good, it teaches us to communicate from a position of deep respect for ourselves and each other, and with curiosity. Вместо того, чтобы оценивать со сторон правильности или неправильности, хорошего или плохого, она обучает нас, как общаться с другими людьми из позиции уважения, интереса, любознательности. With this kind of communication, we can ask the question of ourselves, our teams, our colleagues, families. We can ask the question of everybody, what is possible? И когда мы общаемся с нашими коллегами, да, с той командой, в которой мы работаем, с нашими семьями таким образом, мы всегда можем задать себе вопрос, а что возможно? I can't say enough about it. Мне сложно сказать достаточно, потому что хочется говорить об этом бесконечно. In 2008, I trained to be a bigger game licensed trainer because there is something very magical about the bigger game. И в 2008 году я прошла обучение для лицензирования проведения большой игры, потому что там есть волшебство внутри этой игры. Вот слушаешь, и самой уже хочется бежать в эту волшебную игру. Я знаю также, что не просто как тренер в какой-то компании, да, Дебби работает, у нее собственная, поэтому сейчас мы узнаем у нее все подробности, как же сделать свою компанию, что же вообще представляет собой она. How did you found your own company, game and coaching and consulting? In the United States, it's very typical that coaches are founders of their own companies. Вообще в Соединенных Штатах это довольно типичный пример, когда коучи создают свои компании. Usually the names of their companies say something about who they are as a person and what they offer as a coach, leader, or trainer. Но обычно для имени компании, компоненты имени компании говорят о том, какой коуч как человек, и что он может предложить как коуч, как лидер или как тренер. It took me 3 years to finally choose a name. У меня заняло 3 года для того, чтобы выбрать имя для своей компании. It wasn't that I couldn't think of a name. Но это не потому, что совсем не было идей. It was that I thought of too many. Это потому, что я очень много об этом думала. I finally chose Game On because I think that's what I want to inspire people to do. И в финале я выбрала название Game On, или как призыв к игре, для того, чтобы вдохновлять людей к тому, чтобы начинать свою игру. Get their game on in their lives. И вносить элемент игры в свою жизнь. Turn up the volume like you do on a radio and live out loud. Включить звук погромче и жить на полную катушку. Play full out. Звук на полную и вот по полной программе. So, even though most coaches have their own companies, there are coaches that form companies together. Хотя большинство коучей работают индивидуально в компаниях, но есть и коучи, которые объединяются для того, чтобы создать компанию. More than that, coaches collaborate with one another. Более того, они сотрудничают друг с другом.
For instance, I'm collaborating right now with a woman, Iris Claremont, who is one of my colleagues from Germany. Я, например, сотрудничаю с Ирис Клермонт, это моя немецкая коллега. We are creating an online course for women about storytelling. И мы создаем онлайн-курс для женщин о рассказах. Finding the story of their life and then creating the story they want to live. Найти историю своей жизни, а потом создать такую, как хотелось бы жить. Our plan is to market the program globally with a special emphasis on Russian women. В наши планы входит вынесение этой программы на глобальный рынок и с особенным участием российских женщин. Olga Wasko, a coach in Russia, is also a part of this project. Ольга Васко, коуч из России, которая также принимает участие в этой программе. Я думаю, что Ольгу как-нибудь мы обязательно вытащим на наши прекрасные подкасты, но вот все же у нас о публичных коммуникациях речь. Наверное, нужно уточнить, как же все-таки продвижение происходит в Америке, поэтому, Дебби, how do you promote your services in USA? Most of my services are based on referrals from my past coaching clients. В основном продвижение моих услуг осуществляется с помощью рекомендаций тех людей, которые проходили у меня коучинг. I also attend different functions for different groups to promote my coaching. Я также участвую в разных мероприятиях для разных групп людей, для того, чтобы продвигать свой коучинг. But the best way I have found to get clients is from someone I have already coached. Но самый хороший способ и источник найти клиентов – это те клиенты, которые у меня уже проходили коучинг. In regards to workshops, usually it is through someone I know at a company or again through a recommendation from someone that I have done a workshop for. Для организации семинаров я обычно ищу тех, с кем я знакома в какой-либо компании, и по рекомендации веду семинары для тех людей, для которых меня порекомендовали. Right now it's very challenging to get work as a trainer of workshops. Меня сейчас захватывает быть работать как тренер на семинарах. Since the U.S. economy has not recovered yet, many companies are not providing development for their people. Пока американские компании до конца не оправились от кризиса, очень многие компании сейчас не занимаются развитием людей внутри. I think this is so sad because now is the time that people really need development and support the most. И, на мой взгляд, это очень печально, потому что именно сейчас то время, когда людям нужно думать о своем развитии и заниматься. I also partner with a friend of mine who has her own business in travel. Также у меня партнер, мой друг, который работает в бизнесе путешествий. Sherry Caserta, her company is Travel Employment. Шерри занимается организацией туров. Advertises my services on her website, and she often recommends me to her clients. И она рекламирует мои услуги на своем веб-сайте и рекомендует меня своим клиентам. This is the greatest way to get business from someone already in business and one of your really close friends. Но это потрясающе продвигать свои услуги через того человека, с которым ты уже так давно дружишь, и у кого есть свой бизнес, у кого есть клиенты, кто может тебя порекомендовать. When I return home, I'm thinking of designing adult education classes for the universities in my area. Когда я возвращаюсь домой, я думаю о том, чтобы создать программу для взрослых в университете, в том месте, где я живу. It would be a great way to get more business. Это замечательный путь для того, чтобы еще привлечь новый бизнес. But mostly I would love to do this because I think that it would give more people an opportunity to learn how to live an inspired life. Еще с большей стороны меня привлекает, что больше людей будут вовлечены в то, чем я занимаюсь, и больше людей будут думать о том, как жить так, чтобы эта жизнь их вдохновляла. Ну вот как раз тоже зацеплюсь за последнюю фразу. Действительно, приехали в Россию, значит, расширяются рынки, значит, больше воодушевляющей жизни будут жить россияне, поэтому интересно, как вообще все происходило в самом начале, поэтому Debbie, how do you begin to organize your training in Russia, and which cities did you organize your training in? I was really lucky to be introduced by a former colleague
to Rachel Shackleton from Concept Training and Consulting. Однажды мне очень сильно повезло, когда одна из моих бывших коллег представила меня Рэйчел Шеклтон из Concept Training и Consulting. The first time Rachel and I spoke on the phone, both of us knew that we would be co-creating work with each other. Первый раз, когда мы разговаривали по телефону, мы уже обе знали, что мы будем сотрудничать и работать вместе. It was one of those conversations where you feel like you have known the person all of your life. Это был один из тех разговоров, как многие, наверное, знают это ощущение, как будто говоришь первый раз, а как будто с человеком всю жизнь знаком. In March of 2009 and in November of 2009, Rachel arranged client events where I presented the Bigger Game Pilot Workshop. В марте и в ноябре 2009 года Рэйчел организовала мероприятие среди своих клиентов для того, чтобы пилотным проектом мы презентовали большую игру. Many of the people I met in those events are still people that I communicate with and that help me provide more bigger game workshops in their companies. Очень многие люди, которых я встречала еще тогда на тех мероприятиях, я с ними продолжаю по-прежнему общаться, и они мне помогают расширять количество больших игр, которые я провожу в компании. Rachel and Concept provide me with a local company in St. Petersburg that clients can contact when they are interested in the work I do. Рэйчел и Концепт помогают нам соединиться в Санкт-Петербурге с теми клиентами, которые хотят со мной поработать, которые хотят осуществить у себя такие замечательные семинары. Right now I'm limiting myself to Russia and the United States. Но сейчас пока я себя ограничиваю Россией и Соединенными Штатами. I discover that when we take on too much, we overwhelm ourselves and don't accomplish anything. Я для себя понимаю, что когда мы берем на себя слишком много, мы себя изнашиваем, и в итоге результат будет не совсем тот, который хотелось. Мне кажется, это очень приятно, что как раз Россия одна из тех стран, которые Дебби все-таки выбралась. Поэтому следующий вопрос, как уже эксперту в области, все-таки какие различия основные между российскими и американскими клиентами, потому что мы-то знаем, что существует некий менталитет. What is the difference between American and Russian clients? This is a really interesting question. I believe that people all over the world are much more alike than they are different. Это очень интересный вопрос. Вот я верю в то, что люди во всем мире больше похожи, чем различны. And that through workshops like the Bigger Game or coaching, we can learn a different way to communicate with each other. И на вот таких семинарах, как «Большая игра» или во время коучинга, мы можем научиться разным способам общения друг с другом. I also believe that people around the world really want the same things. Я также верю в то, что люди во всем мире хотят примерно одного и того же. People want to feel safe. Люди хотят чувствовать себя безопасными. They want a place to call home. Чтобы было место, которое они могут называть домом. They want to be happy. Они хотят быть счастливы. And people want to have a life that is meaningful. И люди хотят жить той жизнью, у которой есть смысл. I think that the difference is that in Russian coaching is newer. In Russia, coaching is newer than it is in America. Я думаю, разница может быть в том, что для России коучинг это новее, чем в Америке. This makes my Russian clients more eager and more open for learning. Это делает моих русских клиентов более страстно желающими этих открытий, знаний и более открытых к обучению. Sometimes my Russian clients take longer to see how big their life can be. Время от времени мои русские клиенты, у них занимает больше времени, чтобы осознать, насколько большими, насколько замечательными они являются. But when they do see it, they see bigger than many of my American clients. Но когда они это осознают, они видят это больше, чем мои американские клиенты. I think in part this is true because there is a difference in expectations between Americans and Russians. Я думаю, что одна из причин, по которой так происходит, это может быть разница в ожиданиях между американцами и русскими. This is not right or wrong, just different. Это не хорошо, не плохо, не правильно или неправильно, это просто по-другому. What I appreciate most in my Russian clients is that they have a simple wisdom and a huge capacity to create. Что я ценю больше всего в работе с моими русскими клиентами, это
то, что они обладают мудростью и огромным желанием и возможностью творить. I respect these qualities immensely. Я ценю эти качества безмерно. They inspire me more than I can ever hope to inspire them. Они меня вдохновляют так сильно, что, возможно, я никогда бы не надеялась так вдохновлять других людей. Прям вот такая волшебная нотка у нас появилась в разговоре. Я думаю, что вы тоже это чувствуете, но я знаю, что это чувствовали вчера и очень много людей, потому что проходила конференция, про которую Дебби, наверное, нам сейчас расскажет. I know that yesterday you was in a terrific conference. Can you tell us about this? Coach Magazine did this more than terrific, a terrific conference yesterday. Журнал «Коуч» организовал это просто потрясающе. It was interesting to me, although I don't speak Russian. Несмотря на то, что я не говорю на русском языке, It was interesting for me to see how much more I understood than I thought I was going to. для меня было интересно подметить, насколько много я поняла, хотя совершенно не ожидала, что так много смогу понять. And of course I had Masha's help when I got really lost. Ну и, конечно, Маша помогала, то есть я. It was exciting because I had an opportunity to speak to the people that came about living an inspired life. И это тоже замечательно, потому что у меня была возможность говорить с людьми о том, как можно жить жизнью, которая их вдохновляет. As a coach and a leader, I want to take every opportunity I can to tell people how magnificent they are. И как коуч, и как лидер я использую каждую возможность сказать людям о том, какие они замечательные и как они могут жить на самом деле. And then we had great fun doing a master class on the bigger game. Мы получили огромное удовольствие, делая мастер-класс по большой игре. And I think the people who attended really liked it. И я думаю, что люди, которые у нас участвовали, им очень это понравилось. Coach Magazine is doing such great work in Russia. Журнал «Коуч» делает совершенно потрясающую работу в России. I think it's actually a really sophisticated magazine. Я думаю, что это действительно очень интеллектуальный и умный журнал. And it is really helping people understand the value of coaching. И он действительно помогает людям понять, в чем ценность коучинга. Спасибо, Дебби. Thank you, Дебби. Пожалуйста. Это был действительно интересный разговор. К сожалению, наше время подходит потихоньку к концу. И, конечно же, мы не можем отпустить такую прекрасную гостью без советов нашим слушателям Mediafresh. Дебби, can you tell us some advice for people who listen us? I do. I would like to leave the audience with a few questions. Да, я хотела бы покинуть аудиторию, сказать нашим слушателям, задать несколько вопросов. I would ask people to take some time to reflect on what is the story of your life right now. Я хотела бы, чтобы люди, которые нас слышат, взяли паузу для того, чтобы подумать, а какова история вашей жизни сейчас. After you discover the story of your life right now, после того, как вы подумаете о том, какова история вашей жизни, what would be your story if you were living an inspired life and it was all that you wanted it to be? Какой становится история вашей жизни, когда вы живете той жизнью, которая вас вдохновляет, и той, которую вы действительно желаете? Then I would ask people to stop and think about what keeps them from living the story they desire. А дальше я предлагаю вам поразмышлять, а что же останавливает вас в том, чтобы жить той желанной жизнью? And then here's the homework part. И здесь есть домашняя работа. So after you do all this, После того, как вы ответили на 3 предыдущих вопроса, write down 3 goals that you can create. Запишите 3 цели, которые вы можете создать, To begin to live the life you desire. чтобы начать той жизнью, которую вы действительно хотите. Can I say one more thing? Yes, of course. Могу я сказать еще кое-что? Спасибо. I just want to make sure that everybody listening to this knows how much they matter
and how much we all need to matter in our lives. Я хочу, чтобы каждый, кто нас слышал, знал, насколько сильно он значит для этого мира и насколько он значим для всех нас. The world needs our brilliance and our magnificence. Миру нужно наше великолепие, наши мозги. Please go out and inspire the world. Пожалуйста, выходите и вдохновляйте мир. Мы очень надеемся, что такая великолепная, воодушевляющая, наконец-то это слово у меня в тему, воодушевляющая беседа пойдет на пользу всем слушателям Mediafresh. Как обычно, каждый понедельник в 18:00 Mediafresh на PodFM. Всем пока. Bye, Дебби. Пока. До свидания. Mediafresh. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.